С этой ротой я дошел до предгорий Кавказа. Вот. Немцы в это время стояли под Орджоникидзе. Они Орджоникидзе не взяли, но в связи с тем, что немцы упорно стремились захватить эту область, Кавказ. Почему? Потому что Кавказ – это нефть. Поэтому меня из этой группы гуштранспортной роты забрали в определенный лагерь, вот, где готовили солдат для войсковой службы. Ну и меня начали готовить там. Строевая подготовка, обучались стрельбе и так далее, и так далее. Вот, всему этому обучали. После месячной такой подготовки меня направили, по-моему, 135-й стрелковый полк, а в это время уже началось наше наступление. Немцы угнали с Кавказа. Вот. И с этим стрелковым полком я дошел до станицы Варениковская. Это уже западный район Кавказа. Когда я попал в строевую роту, нас отвели в селение Верхний Унал, это ущелье. Но когда начальство получило известие, что немцы отрезают эту область, вот, то нас быстренько по ущелью вниз заставили сойти вниз. Вышли мы на военно-грузинскую дорогу, а там Бог знает, что делается. Эвакуация идет, повозки с детьми, люди пешком уходят от немцев. Вот. А немцы, вот это ущелье, Алагирское ущелье, они беспрерывно бомбят. Ну и как раз когда наш отряд шел, то ущелье подверглось бомбежке, сверху летели камни, а высота такая, где-то вверх стена тянется, каменная стена из гранита, наверное, метров на 300-400 или даже больше. И они попали по краю ущелья. А вы внизу шли или как? А мы внизу, по военно-осетинской дороге. Это военно-осетинская дорога. И на нас это все падало. И там люди тоже, это, типа вот это преступление? Да. И людей камни давили, и там было страшное дело. То что, вы бежали по ущелью или как? Нет, мы не бежали. Во время бомбежки мы падали, ложились. Бежать нельзя, потому что тебя камнями мы просто ложились, прижимались к земле. Я упал на землю, так, потому что они из пулемета начали обстреливать. Ну, как-то со спокойной душой, без страха. Наверное, это влияние нервного напряжения. Я сам себе сказал, вот и пришла моя смерть. Вот. Ну, короче говоря, попал я после этого в эту стрелковую дивизию. И с нею я дошел до Таманского полуострова. Но там были кубанские плавни. И нам пришлось до этого Таманского полуострова плыть на лодке по этим плавням. Проплыли мы благополучно, потом заняли очень небольшой плацдарм. Вот. Немцы были в верхней части, мы в низине. Окопаться там
было невозможно, потому что копнешь на штык и вода. Ну, Вот. Меня взяли в разведку. ну, Ночью нам надо было пробраться к передней линии ну, немецкой обороны, похитить солдата и вернуться. Но немцы нас встретили огнем, и на обратном пути, когда мы уже перед рассветом мы решили, что надо отступать, потому что если немцы увидят нас на поле, ну, так они расстреляют нас и все. Вот. И когда мы возвращались, мне пуля попала в правую руку. ну, Но ранение было так называемое касательное, пуля застряла там. ну, Достаточно больно было, но терпеть приходилось. ну, Вот. Меня отправили в медсанбат. ну, Там фельдшер вытащил эту пулю, которая застряла у меня. ну, Там 2 отверстия было у меня. ну, Она пробила, но кончик выткнулся. Кончик, вот, значит, отверстие с одной стороны, а с другой стороны кончик. Только. Понял. Ну, фельдшер этот, военфельдшер вытащил эту пулю. угу, Вот. Но мне дали на месяц батальон выздоравливающих. Но я решил, что вместо батальона выздоравливающих ну, я проеду Пятигорск угу, и увижусь с папой. ну, Поэтому я сел в эшелон, ну, конечно, без билета, я тут не о чем, и добрался до Пятигорска. ну, Ну, в Пятигорске с папой я был 3 или 4 дня, потом я пошел к коменданту и я заявил, потому что если я не заявлю, меня будут считать дезертиром. угу, И комендант меня направил в запасный полк, ну, а из запасного полка набирали солдат в другие воинские подразделения. В запасном полку было масса людей, которые ждали, когда приедут так называемые купцы и заберут их. Ну и меня тоже забрали и направили в формировавшуюся по указанию Сталина 9-ю казацкую пластунскую дивизию. Казаки были верховые, ну, а у кого лошадей не было, это пластуны. Они ползали по-пластунски. ну, По-пластунски это значит ползти так по земле, чтобы было незаметно. Эта дивизия была создана по приказу Сталина. В этой дивизии я пробыл до конца своей службы в армии, до 1945 года. Значит, сначала я был просто, у меня был ручной пулемет, а потом был набор в школу снайперов, и меня взяли в школу снайперов. Ну, это месячная школа. ну, Вот. Мне дали снайперскую винтовку. Я выползал за проволочное заграждение. Вот. И насколько я помню, вот на моем счету было немного, всего лишь где-то 10-12 солдат, которых я сумел подстрелить. ну, Значит, в перископ, ну, в эту подзорную трубу видно, как немцы ну, передвигаются по траншеям. ну, Ну вот я их отстреливал. ну, Вот. И с этой дивизией ее хотели бросить сначала на Крым. ну, Среди ночи нам протрубили подъем, и мы уже шли на переправу через Таманский пролив и Крым сразу. Вот, мы уже шли на переправу, но, видимо,
был получен какой-то приказ, что наш полк не попал в эти экспедиционные войска, которые должны были высадиться в Крыму. И с этой дивизией я дошел до Польши. Когда наши войска уже вошли на территорию Польши, был строгий приказ Жукова насчет всякого мародерства. Но ко мне, значит, пришел товарищ, говорит: слушай, вот там ульи брошенные, мы можем взять оттуда немножко меда. Мы пошли, взяли немножко меда в котелок, с сотами, конечно, мед, так? Пчелы нас там покусали настолько, что когда я шел назад, у меня было темно в глазах, и я ничего не слышал, потому что покусали мне. И все равно вы лезли в ульи? Вот. Но дело в том, что как раз приказ вышел насчет мародерства, и вот это, что мы пошли, а хозяина там не было. Это было брошено, потому что хозяин бежал от войны. Нам приписали мародерство, меня и еще одного товарища арестовали под конвой и судить военным судом. То есть штрафная рота светила мне в лучшем или в худшем случае. Штрафная рота – это рота, в которую посылали людей, которые провинились каким-то образом. Эту роту штрафников бросали первыми в бой на самые опасные, чтобы они смыли вину кровью. Но началось наступление, меня и этого солдата конвоировали. Мы шли без оружия, значит, весь взвод наш идет, а сзади идем мы, и за нами идет часовой, чтобы мы не сбежали. Это закончилось тем, что началось наступление, и поэтому заседание ревтрибунала, который бы должен был бы вынести приговор, не состоялось. Вот.